Привет, друзья! Самый сезон жары, когда огурцы становятся доступны, делаю огурцы кимчи по-корейски. Это разновидность кимчи из целых огурцов, начиненных, заправленных острым перцем, овощами и приправами. Такой кимчи можно употреблять сразу и не ждать по несколько дней, пока пройдет процесс ферментации. Получаются огурчики очень вкусными, хрустящими и пряными. Огурцы беру очень свежие и небольшие. Промыла я их хорошо и срезала кончики. Режу просто пополам и еще раз пополам. Если у вас длинные огурцы, то делите их поперек пополам. Вот такие дольки огурцов получились. Солю я морской солью, но можно засолить и крупной солью. Так огурцы сохранят больше свою хрустость. Наливаю затем немного холодной воды и оставляю на 30-40 минут. В это время варю рисовый клейстер. Рисовую муку беру сорта чапсари. Это рис с высоким содержанием клейковины. Наливаю воды холодной и ставлю на огонь. Варить долго не нужно. Как только рисовая масса загустеет, снимаю с огня. Зелень я заранее помыла и слегка подсушила. В кимчи кладу зеленый лук. Режу я мелко, длиной примерно сантиметр. Можно заменить зеленый лук простым репчатым луком. Очень вкусно, если добавить зелень джусай или йомди. Так говорят в Узбекистане местные корейцы. Еще его называют диким чесноком, так как по вкусу напоминает чеснок зеленый, только менее острый. А чем заменить его, даже затрудняюсь сказать. Если у вас есть идеи, то подскажите в своих комментариях. Для остроты добавляю красного жгучего перца. Он просто радует глаз и вкус. Ну а не для любителей острого всегда есть альтернатива – класть или не класть. Чеснок тоже не жалеем. Если есть такие соленые креветки, то будет вообще красота. Его добавление сделает кимчи вкуснее и полезнее. Кладу сахар, совсем немного, и красный молотый перец, достаточно много. Вливаю туда же рисовый клейстер и перемешиваю. Затем нужно попробовать. Если не соленый, то добавляю соли. Так как креветки очень соленые, то добавляю соли немного. Вот такая жгучая приправа должна быть на вкус чуть солоноватой. Огурцы хорошо постояли и смягчились. Они слегка засолились. Огурцы я не промываю, туда же выливаю воды, слегка перемешиваю и вытаскиваю на дуршлаг. Даю стечь в воде. Полностью соль не смываем таким образом. Вода полностью стекла с огурцов, теперь все собираю в большой чашке, огурцы и приправу. Тщательно перемешиваю, так, чтобы огурцы полностью смешались с вкусной заправкой. Поэтому тщательно собираю приправу с чашки, соскребаю прямо со стенок, чтобы побольше было. Это очень вкусный кимчи, и главное, его можно быстро приготовить и употреблять сразу, не дожидаясь ферментации. И еще можно добавлять различные овощи, например, как морковь, редьку, лук. А вместо рисового клейстера можно сделать из муки отвар. Добавлять различные сиропы, соусы рыбные. В общем, здесь все на ваш вкус и предпочтение. Огурцы кимчи – это доступное и вкусное блюдо. Конечно, хранится он недолго, как традиционный, например, кимчи из капусты корейской. Но он съедается мгновенно, даже скиснуть не успевает. Поэтому я и советую вам этот рецепт попробовать. Потом, надеюсь, скажете мне спасибо. С вами была Наталья. Пока-пока!